Всем привет, дорогие зрители канала Турецкий борщ! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо турецкой кухни пилав üstü tavuk, в переводе курица на рисе. Блюдо это очень простое, но в этом его и прелесть. Поехали готовить! У меня половина небольшой курицы, я ее помыла, убрала кожу и порезала на удобные мне кусочки. Курицу отправляю вариться. Наша задача сварить курицу и при этом приготовить вкусный и ароматный бульон. Я готовлю, возможно, не так, как готовят турчанки, а по-своему, но поверьте, так бульон получится максимально вкусным и ароматным. Для этого я беру одну небольшую луковицу, 2 зубчика чеснока, штук 10 горошин черного перца и лавровый лист. Также не забываем снять пенку с нашего бульона. Нам не нужно идеально прозрачный бульон, но все же пену мы снимаем. И после этого можно добавить наш лук с чесноком, с лавровым листом и с черным перцем горошком. Через минут 10-15 можно добавить и оставшиеся специи. Здесь вы выбираете, что вам нравится. У меня это смесь специй, зира молотая, черный молотый перец. Всего примерно по половинке чайной ложечки. Ну и конечно же не забываем посолить, солим по вкусу. Варим нашу курицу до готовности. Кстати, готовность курицы можно легко определить по оголившимся косточкам на ножках. Если видим косточки, значит наша курочка готова. Достаем нашу курицу из бульона и переходим к следующему этапу готовки, а именно к приготовлению нашего риса или пилав, как его называют в Турции. Риса мы едим много, поэтому мне понадобится 2 стакана риса, почти 2 стакана, и рис нужно хорошенько промыть. Еще нам понадобится арпа шехрие или паста ризони. Я видела такую в Украине, поэтому в принципе найти ее реально, или заказать в интернете. Это вот такие вот маленькие макарошки. На сковороду мы добавляем растительное и сливочное масло, растапливаем его хорошенечко. Нам нужно теперь добавить нашу пасту ризони либо арпа шехрие и обжарить на этой сковородке. Добавляем мы немного, конечно же меньше, чем у нас будет самого риса, но арпа должна чувствоваться. Ее хорошенько обжариваем, слегка помешивая вот так вот. Не даем арпе сгореть, пригореть, иначе будет такой горклый, не очень приятный вкус. И она будет твердая даже после того, как приготовится. Может вот так вот пениться, это нормально, не пугайтесь. После этого добавляем сам рис, который у нас был отброшен на сито. И также хорошенечко перемешиваем. Рис нужно обжарить пару минут для того, чтобы он у нас пропитался нашими маслами. И теперь мы добавляем не воду, а наш бульон из-под курочки. Именно поэтому наш пилав, наш рис будет таким вкусным. Обязательно добавляем бульон. Или если нет бульона, добавьте хотя бы бульонный кубик. Добавляем бульона так, чтобы бульон покрыл наш рис, но не добавляем слишком много. Рис должен быть покрыт буквально на 1 сантиметр. Если что, потом можно будет добавить жидкость еще. Но главное, не переборщите. Вы не готовите макароны, вы готовите рис. И наша с вами задача, чтобы рис приготовился и вся жидкость у нас с вами выпарилась. Немножечко перемешиваю вот так вот. Рис на бульоне получается очень рассыпчатый, очень насыщенный, не пресный, не такой рис, к которому мы привыкли. И оставляю рис под крышкой томиться на небольшом огне. После того, как я закрою крышку, я рис совершенно не перемешиваю, я только могу попробовать несколько рисинок на готовность. Потом я накрываю вот так вот рис полотенцем, чтобы лишняя влага впиталась. Ну а дальше
Медитативный процесс – это разбор самой курочки. Сначала курочку необходимо отделить от костей, ну и затем разобрать саму курочку на волокна. Я делаю это с помощью 2 вилок. Правда, на видео выглядит, как будто я сражаюсь этими 2 вилками сама с собой, но вы прекрасно понимаете, я разбираю курицу. Ну и следующий этап – это непосредственно подача самого блюда. Курицу можно по желанию также обжарить немножечко на сковороде с добавлением ваших любимых специй. Я это сделала с добавлением паприки. Так курица получится еще вкуснее и менее пресная, так как мы ее только отваривали. К нашей курице я выкладываю в тарелку рис. Теперь накрываю плоской тарелкой и переворачиваю. И таким образом наша курица окажется сверху на рисе. И получится блюдо рис на курице. Приятного аппетита!